Друзья, приветствую вас! Это обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие ожидания на предстоящую неделю по доллару, евро, рублю, фунту, иене и другим валютам. Начнем мы с того, что проанализируем, какие события грядут и как эти события вообще в принципе могут повлиять на движение курсов валют. Итак, откроем календарик. В четверг будет решение выборщиков по поводу того, кто окончательно все-таки стал президентом США. Я думаю, здесь без вариантов будет решение в пользу Байдена. Возможно, какие-то шумы, какие-то отклонения в части того, что там у Трампа возникли вопросы к решениям и так далее. Но я думаю, все это несущественно. Все эти трения, они идут в рамках демократических процедур, демократической стороны. И поэтому никакому коллапсу они не приведут, я считаю, моя точка зрения. То есть будут грозные утверждения, может быть даже митинги какие-то будут, но никакого там мятежа и распада Соединенных Штатов, я думаю, это практически исключенный сценарий. Итак, вот здесь, в зависимости от того, как будет протекать этот процесс, в понедельник мы можем получить колебания и по доллару, и по евро. Но скорее здесь, наверное, в большей степени по доллару, потому что если будут какие-то вбросы новостей, в части того, что там обстановка накаляется и так далее, это может очень неоднозначно повлиять на курс доллара, потому как, с одной стороны, если какая-то нестабильность наступает, это угроза экономической мощи Америки, но событие это маловероятное. С другой стороны, если у Америки начинает ослабляться позиция, это плюс для Евросоюза и Китая. Поэтому сказать, в какую сторону здесь будет движение, в зависимости от того, как будет протекать вся эта коллизия, я думаю, затруднительно. Можно говорить только о том, что здесь, скорее всего, в понедельник на фоне этого события будет волатильность. Так, далее среда. Вечером в среду будет решение ФРС по поводу процентной ставки и касательно экономического прогноза. Ставку, я думаю, вероятность крайне мала, она стремится к нулю, что ее будут повышать. Скорее всего, наиболее вероятный сценарий: ставки, все, которые действуют, они останутся такими же, как и есть. Резать дальше ставку и переводить реальные ставки в отрицательную зону глубже, я думаю, пока такого резона нету. И здесь, я думаю, по сути, все в большей степени будет зависеть от экономических прогнозов. Потому что то, что касается ставок, я думаю, здесь все останется неизменным. А вот прогнозы, они могут очень существенно повлиять. Но опять же, Пауэлл очень осторожный человек, и по его предыдущим речам можно сделать вывод, что скорее всего он даст какие-то обтекаемые прогнозы. И мы на фоне вот этих заявлений, экономических прогнозов, объявлений ставки увидим просто рост волатильности по доллару, по евро и другим валютам. Ну и золото у нас будет прыгать как раз, когда решение ФРС, в этот день очень хорошо ходит золото. Так, на четверг данные по рынку труда. Здесь, смотрите, у нас получается какая клешня. С одной стороны, в четверг уже может быть вполне окончательное определенное решение по американскому президенту, что это Байден и все. С другой стороны, в четверг выходят данные по рынку труда, первичные заявки на безработицу, а в среду заседание ФРС. И вот в это окно весьма вероятно могут быть приняты меры в части стимулирования. То есть демократы с республиканцами вполне могут договориться сразу после понедельника. Там может в понедельник, а может и во вторник. Потому что если будут тянуть, в четверг могут выйти еще более худшие данные по рынку труда. И на фоне этого, с учетом того, что уже с президентом наступила ясность, кто будет президентом, могут быть вопросы к тем, кто искусственно затягивал принятие стимулирующих мер. Поэтому, я думаю, высока вероятность того, что в понедельник по четверг будут приняты стимулирующие меры в Соединенных Штатах. Республиканцы с демократами наконец-то договорятся, и мы увидим существенное влияние на рынок. Но вот здесь первая мысль, которая приходит в голову об этих событиях, это то, что решение в части, во-первых, определенность по президенту и принятие стимулирующих мер должно вызвать новый виток роста рынков и должно вызвать продолжение ослабления доллара. Как это будет в реальности, мы посмотрим. Здесь слишком много в последнее время переменных и влияющих факторов
который как черт из табакерки вылазит. Давайте перейдем к графикам, но вначале хотел обратить внимание. Сегодня я уже выпустил обзор по SOT SFTC, а также по позициям юридических лиц и динамике позиций на форте и ММВБ. Соответственно, вот обзор, его краткое описание в Telegram. Ну и вся оперативная информация, я сразу публикую ее в Telegram, это ссылки на видео. Во-первых, потому что с уведомлениями бывают проблемы. И какие-то новости и торговые идеи, которые я считаю нужным здесь и возможным здесь опубликовать. Поэтому для оперативной связи подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал и сразу, чтобы можно было обмениваться нам информацией быстро. Давайте начнем с индекса доллара, недельный таймфрейм. По недельному таймфрейму у нас сформировалась разворотная формация, которая в случае подтверждения, а подтверждение это пробитие 91,5 и закрепление, приведет к тому, что здесь у нас разворот по доллару и, соответственно, начинается рост доллара ко всем ключевым валютам. Я думаю, вероятность такого события сейчас не очень велика, потому что текущая ситуация, она в большей степени требует слабого доллара, он выгоден Соединенным Штатам для решения текущих задач. И потом не до конца выполнена цель движения, например, в паре доллар-евро, которая является основной. Вот, поэтому здесь, я думаю, наиболее вероятный сценарий это движение вот сюда, вот в эту область. А дальше посмотрим, как это будет отыграно и реализовано. Ну и этот сценарий, он, скорее всего, не будет реализован или будет отложен, если мы получим движение и пробой 91,5 и закрепление в этом диапазоне. Далее евро-доллар, месячный таймфрейм. Евро-доллар на пути к своей заветной цели, которая 1,235 тысячных. Вот здесь она проходит. Вот, соответственно, он наиболее вероятно он должен прийти сюда, вот в эту область. И далее будет тестирование диапазона 1.24, 1.25. Вот если этот диапазон падет и начнется движение выше этого диапазона, то здесь нас уже в первом квартале может ждать дальнейшее движение, укрепление евро до уровня 1.35, 1.37. Пока такой сценарий я не рассматриваю. Посмотрим, как вот здесь будет отработано и будет ли вообще отработано. Если все-таки движение это будет реализовано, то там надо будет смотреть, как будут эти цели достигаться и что будет происходить. Исходя из этого появится окончательная ясность по поводу того, то есть будет ли дальнейший пробой или это последняя точка движения, после которой последует откат. Так, но если мы берем недельный таймфрейм, здесь у нас зеркалка индекса доллара, видите, там он на дне разворотную формацию, евро-доллар на хай разворотную формацию. Может ли такая разворотная формация сработать и никакого роста не будет? Да, такое вполне может произойти. В том случае, если будет пробит уровень 1,2030. Но здесь на самом деле диапазон, буферная зона 1,2080, 1,2030. Это дневной таймфрейм по паре евро-доллар. Вот если этот уровень пойдет, этот диапазон, тогда да, можно будет говорить о том, что идея с ростом евро, она выдохлась, и евро начнет проседать. Ну и здесь конечная цель будет как минимум 1,1634, а в идеале 1,13. На текущий момент больше факторов указывает на то, что здесь по факту набора позиций пойдет дальнейшая волна роста. И первая цель будет 1,235 тысячных и возможно потом 1,24. Критерий продолжения этого движения на предстоящей неделе это пробой уровня 1,2180. Вот этот диапазон должен быть пробит, должен выйти объем или же должна пойти проторговка по факту пробития этого объема. Тогда можно будет говорить с высокой степенью вероятности, уже на следующей неделе будет отработано 1,235 тысячных. В том случае, если у нас не срабатывает этот сценарий, который с моей точки зрения является наиболее вероятным, то здесь будет движение, пробой диапазона 1,2080, 1,2030. И в случае пробоя и закрепления мы увидим возврат сначала на 1,2130 и дальнейший рост. Может быть короткий удар вплоть до 1,1970 вот сюда вот. Но если после этого сразу пойдет подтягивание и возврат
в диапазон выше 1,2080, то это, считайте, просто собрали стопы и порезвились, крупняк порезвился над маленькими. Но если брать более короткий таймфрейм, 4-часовик, то вот у нас уровень четкий есть 1,2080, который, если не пробивается в случае отката, то все вот эти движения текущего значения ниже, они будут выкупаться, и отсюда будет развиваться движение, цель которого сначала пробить 1,2180 и потом взять эту давнишнюю цель 1,235. Итак, по евро-доллару я предполагаю, наиболее вероятен это рост и отработка давнишней цели на новой неделе. Но есть определенные ограничения и те уровни поддержки, пробитие которых этот сценарий может либо значительно замедлить, либо отменить. Об этом надо помнить. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, месячный таймфрейм. Что мы здесь видим? На месячном таймфрейме идет ответственное движение вниз на укрепление рубля. Ну вот у этого движения у него какая здесь может быть кардинальная цель? Это вплоть на 66-68, вот сюда, в этот диапазон. Есть два момента, которые с моей точки зрения делают маловероятным укрепление рубля. То есть оно может сейчас одномоментно продолжится, но потом наверняка будет обратное движение. Почему я так считаю? Не потому, что ужас, 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 а по той простой причине, что сейчас экономика России, она находится, с моей точки зрения, основанной на цифрах, в более худших условиях, чем экономика Соединенных Штатов, Европы и тем более Китая. Это первый момент. Второй момент. Почему это происходит? Зависимость от энергоносителей. Энергоносители в цене просели. На те уровни, которые были докризисные, восстановления не произошло. Плюс упали объемы. Плюс на текущий момент возник дефицит продовольствия во всем мире. Об этом я доводил до вашего сведения еще весной, когда были данные в части того, как проходят посевные в разных районах мира. То есть уже тогда были опасения, что, соответственно, возникнет осенью проблема с сельским хозяйством и с товарами пищевыми. Вот, что мы сейчас и наблюдаем и получили. Чем это плохо? Это плохо тем, что это вызовет рост инфляции. Причем эта инфляция, которая она связана с повседневной потребностью, это не хорошая инфляция, не та инфляция, которая возникает при печатании денег и экономическом росте. То есть это инфляция, которая приводит к негативным процессам в экономике. Вот, соответственно, то есть мы получили такой дополнительный фактор, который будет оказывать дополнительное негативное влияние и мешать работать хорошей инфляции. Итак, с точки зрения месячного таймфрейма, движение на укрепление рубля на текущий момент не исчерпано, но с моей точки зрения здесь роль играет не фундаментальный фактор, а фактор притока капитала. Далее, недельный таймфрейм. По недельному таймфрейму у нас либо сейчас должна быть остановка, разворот и коррекционный отскок с целью движения вот сюда, вот на 75,9 или 76,2. Или же, если это движение продолжается, здесь происходит пробой, то следующая цель движения это в районе 71, 70,9, 71,2. И если падет эта цель, то следующая цель движения будет 69,5 и потом 67,8. Вот здесь вот. С моей точки зрения, такое движение сюда и потом сюда возможно в том случае, если нефть закрепится на 56 плюс, и она будет там устойчиво торговаться. В этой ситуации действительно мы можем увидеть такое вот движение, но обращаю внимание, даже при такой нефти вот это движение, оно может носить краткосрочный характер. Потому что проблемы в экономике никто не отменял. И упали отгрузки, объем поставок нефтепродуктов, газа, соответственно, то есть упала валютная выручка, которая приходит в страну. Плюс текущая эпидемия или пандемия, как ее кто-то называет, ну здесь все зависит от параметров, от силы. Она нарушила, во-первых, мировые логистические цепочки, во-вторых, она нарушила очень серьезно работу сектора услуг в России. И, соответственно, здесь следствие этого является падение потребительского спроса очень большое. А для того, чтобы экономика раскручивалась, необходим потребительский спрос населения, который сейчас упал. И на фоне этого надуто ряд
пузырей кредитных, которые в любой момент могут лопнуть, и ситуация очень сильно усугубится. Так, друзья, но если рассматривать дневной таймфрейм, то здесь по дневному таймфрейму высока вероятность того, что потенциал укрепления рубля он завершен. Вот. Дальнейшее движение возможно только в том случае, если будет устойчиво пробито 72,5. Вот пробой 72,5, если возникает, то после этого сразу пойдет движение, цель которого будет сходить в диапазон в районе 71,3-71,5. Вот сюда вот. Четырехчасовик рисует формацию на отскок. Единственное, какие здесь есть моменты, которые этому препятствуют. Вот я рассмотрел выпуски, которые SOT SFTC и позиции по ММВБ. Дело в том, что юрики на понедельник делают ставку на укрепление рубля, это раз. И физики набрали очень большие лонги по доллару. Когда такая ситуация возникает, а еще с учетом того, что экспирация 17 декабря, то есть вот совокупность этих факторов, она может надавить, и действительно мы можем увидеть как минимум короткий пробой проскальзывания в район 71,5. Ну а если это будет подкреплено ростом цен на нефть, тогда мы действительно увидим укрепление рубля отсюда. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль Tomorrow, дневной таймфрейм. Но здесь мы подошли к существенно важной границе 88,5. Даже закрылись чуть ниже 88,5. И поэтому, если продолжается вот это движение, мы получаем пробой 88,3, 88,2, то мы весьма вероятно уходим отрабатывать вот эту цель на оранжевой линии 86,78, 86,5, вот этот диапазон. Вот. Но в целом, с учетом потенциала роста евро, я думаю, здесь вот в евро-рубле по большей части мне приходит на ум, что будет консолидация в диапазоне 88,3, 89, вот здесь вот. Ну и пробой 88,2 на предстоящей неделе приведет к дальнейшему укреплению рубля. Цель движения будет вот этот диапазон. Но вот мне кажется, сейчас в большей степени вот эта проторговочка. Неделя будет очень волатильной, масса событий, что может затаскивать и вверх, и вниз очень сильно. Вот. Но я в большей степени бы ориентировался на вот этот диапазон, который здесь вот у нас образовался. Далее британский паунд. Месячный таймфрейм. Но здесь что примечательно, вся эта история с Брекситом, она вот видите, привела его на 1,3521 и не дает никак этот уровень пробить. То есть он вот нарисовал разворотную формацию с целью движения на 1,4, но никак не может ее выполнить. Далее неделька, здесь у нас произошел разворот, но этот разворот очень хитрый. Ключевой уровень этот разворот не пробил. И поэтому на предстоящей неделе, если мы не берем вот этот диапазон, который 1.31, 1.31,5, ну вот где-то вот так вот он заканчивается, то, соответственно, в этой ситуации вот эта разворотная формация, она превращается в консолидацию и будет повторные удары пробоя 1.3539. Если же у нас возникает пробой вот этого волшебного уровня 1.31, то фунт наиболее вероятно начнет проседать к доллару. И здесь первая цель движения будет 1.2890. И в случае пробоя 1.28,5 разовьется дальнейшее движение, цель которого будет 1.2571. Вот сюда вот. Так, друзья, далее иена по иене идет на месячном таймфрейме укрепление иены. Но вот по недельному таймфрейму время укрепления оно подходит к концу. Оно продолжится, если будет дальнейшее движение, цель которого будет пробитие 103,5. Вот 103,5, если мы устойчиво пробиваем, то мы увидим продолжение вот этого тренда на укрепление иены. Ну а по дневному таймфрейму у нас движение идет в консолидации. Нижняя граница это 103,75 и верхняя граница это 104,7. Соответственно, мы покололи вот этот нижний уровень, и сейчас полагается сходить вот сюда вот, то есть ослабиться иене и сходить на 104,7. Соответственно, если этот сценарий не срабатывает и мы идем вниз, вот сюда вот к этому диапазону, в случае пробоя вот этой нижней границы 103,7,
Отсюда весьма вероятно разовьется движение сначала на 103,5 и потом попробовать пробить 103,1. Вот это конечная фаза движения. В случае пробоя этого значения может развиться достаточно сильное движение в паре иена-доллар. Вот. Но на самом деле я пока не усматриваю здесь никаких особых обстоятельств для того, чтобы был пробит уровень 103,5. Скорее всего, вот этот уровень он послужит ключевым. И даже если здесь будет пробой, то наиболее вероятно в обозримом будущем 103,5 будет выступать неким буфером, от которого все будет отбиваться. Так, далее китайский юань. Здесь очень интересная картина. Она указывает на то, что в ближайшее время вполне может произойти разворот по паре доллар-юань, и соответственно отсюда разовьется ослабление юаня к доллару. Если такой процесс произойдет, критерий его протекания будет пробитие 6,57. Вот если этот диапазон пробивается, следующий импульс движения, который пойдет, будет на 6,68. Вот сюда, вот к этому значению. Вот здесь, в общем-то, во многом зависит это движение не только от мировой конъюнктуры и мировых валют, но и от специфики взаимоотношений Соединенных Штатов и США и их взаимного платежного баланса торгового. Но я смотрю, вот здесь намечаются процессы, которые указывают на то, что может такое движение в паре юань-доллар произойти вообще в легкую. Вот. Опять же, если сейчас мы пробьем на предстоящей неделе 6,5 на объеме, то вполне до Нового года может развиться движение, конечная цель которого будет 6,3 юаня за доллар или 6,25 юаней за доллар. Но такой сценарий мне видится сейчас маловероятным, потому что там начинают сгущаться тучи между двумя этими крупными партнерами. Так, друзья, далее казахский тенге. Вот здесь что примечательно. Вот есть у него уровень, который проходит в районе 417,5. Вот если на предстоящей неделе мы получаем пробой этого уровня, то у нас отсюда развивается движение на укрепление тенге, и цель движения 412-411. Вот. Но здесь, в общем-то, притормозили укрепление тенге. И поэтому здесь, если не будет существенного роста нефти, то я думаю, вполне возможно, что мы уже в начале недели увидим попытку сходить на 420, 421, 420,5. Вот сюда вот. И в случае пробоя уровня 420,5 нас ждет ослабление тенге. Цель движения 422 и 3, 422, 423 возьмем для ровного счета. Так, далее украинская гривна, недельный таймфрейм. Вот здесь очень интересная картина развития событий. Вот сейчас, если происходит повторное тестирование и пробой 28, то тут может вполне сформироваться укрепление уже на предстоящей неделе гривны. И цель движения здесь диапазон 27,5, 27,55. Вот сюда вот. В идеале, конечно, 27, 27,05, но я думаю, такое движение пока маловероятное. Так, ну и вот дневной таймфрейм. Здесь, если возникает проторговка, потому что здесь идет попытка разворота и отскока, вот существенный уровень это 28,11, 28,1, 28,11. Если он пробивается, то мы не получаем укрепление гривны, мы наоборот получаем ослабление. И цель движения тогда на предстоящей неделе будет 28, 28, вот сюда вот. Так, друзья, ну все, это основные валюты. Спасибо за внимание. Всего наилучшего.